Four pillars of destiny is now getting very useful. 4 столпа судьбы становятся очень полезными Because it can, by looking at a person's birthday, потому что если мы смотрим на дату рождения человека, we can detect the health problems на дату рождения человека мы можем определить его проблемы со здоровьем before the symptom comes up. ранее, чем проявятся симптомы заболевания. So therefore, it becomes a very effective preventive measure. Таким образом, это становится очень эффективной превентивной мерой. So you can, when you see the signal is coming, И когда мы видим проявление сигналов непорядка в теле, you can take precaution as early as possible. мы сможем принять меры и предотвратить проявление заболевания заранее. Four pillars, you have this information at the time you are born. 4 столпа – это информация, по 4 столпах мы получаем уже в момент рождения. So the philosophy of four pillars is we are made up of 5 elements. Философия 4 столпов такова, что мы состоим из 5 элементов. And so in everybody's composition of elements, there are imbalance situations. И в композиции каждого человека есть определенный дисбаланс 5 элементов. Some are born with more fire, some are born with more wood, some are born with more water. Некоторые родились с избытком огня, некоторые с избытком дерева, другие с избытком воды. So therefore, in the philosophy of Chinese medicine, И в философии китайской медицины, when your elements are in good balance, когда наши 5 элементов в хорошем балансе, you are in good health. они хорошо сбалансированы, тогда у нас хорошее здоровье. But when some element getting out of balance, Но если какие-то элементы выходят из баланса, из равновесия, you will suffer from sickness. в этом случае мы можем заболеть. So in Chinese medicine, basically we define our internal organs into 5 elements. В китайской медицине в целом мы делим наши органы по принципу 5 элементов. For example, in this table, Например, в этой таблице we pay attention to the internal organs. мы расписали внутренние органы, на которые мы обращаем внимание. Metal is your lung. Металл – это наши легкие. Wood is your liver. Дерево – это наша печень. Water is your kidney. Вода – это наши почки. Fire is your heart. Огонь – это наше сердце. And earth is your stomach. А земля – это наш желудок. So therefore, if any element is out of balance, И если любой из элементов выходит из баланса, из равновесия, you can refer to this table. You can find out which organ is affected. то можно посмотреть на эту таблицу и посмотреть, какие из органов, на какие из органов это повлияло. When you are able to find out which organ, therefore you can give proper treatment. И когда мы выясняем, на какой орган это повлияло, мы можем, соответственно, выбрать правильное лечение. So therefore, we can actually analyze your sickness based on the cycle of birth and cycle of destruction of the 5 elements. Мы можем проанализировать наши заболевания, основываясь на цикле порождения и цикле разрушения элементов. For example, we look at the fire element. Ну, например, мы смотрим на элемент огонь. A lot of people, they have high blood pressure. У многих людей высокое кровяное давление. If they go to the doctor, they only get some pills to suppress the blood pressure. И они могут отправиться к доктору и получить только какие-то таблетки для того, чтобы понизить это давление. But this actually doesn't cure the sickness. Но фактически эти таблетки не исцеляют заболевание. So therefore, how do you treat this kind of sickness? Каким же образом нам обращаться с такого рода болезнью? So in Chinese medicine, we consider the blood pressure is a fire element. В китайской медицине мы считаем, что кровяное давление относится к элементу огонь. Because the fire is related to your heart, and your heart is responsible for your blood circulation. Поскольку огонь связан с сердцем, и именно сердце отвечает за кровообращение.
So therefore, when you are in a healthy body under normal situation, Таким образом, когда наше тело здоровое в обычной ситуации, so therefore you will see fire is controlled by water. мы видим, что в этом случае огонь контролируется водой. But now you have high blood pressure, Но в случае, если наше давление повышается, that means the fire gets out of control. это означает, что огонь выходит из-под контроля. So when the fire gets out of control, what goes wrong? И когда огонь выходит из-под контроля, что же неправильно? It means the water is weak. Это означает, что вода слаба. It means your kidney is not functioning well. Это означает, что у нас недостаточно работают почки. Because kidney is water organ. Поскольку почки относятся к воде, If your kidney is weak, и если наши почки слабы, it means your water is weak. это означает, что наша вода слаба. Water weak cannot control the fire, so that's why you have high blood pressure. Слабая вода не может контролировать огонь, и из-за этого у нас повышается давление. So therefore, the proper treatment is to improve your kidney. Таким образом, правильное лечение – это поддержать наши почки. So now, how do we understand the composition of elements in our body? Как же мы понимаем вот эту композицию элементов нашего тела? It's based on the Chinese calendar. Мы понимаем ее, основываясь на китайском календаре. So therefore, based on the information about your birthday, your year, month, day and time, Основываясь на информации нашего дня рождения, то есть года, месяца, дня и часа, if we translate into Chinese calendar, мы переводим эти данные момент нашего рождения в символы китайского календаря. immediately you will see what is the composition of element in your body. И когда мы это делаем, сразу видим, из каких элементов как бы создано наше тело. And because you have the birthday once the baby is born, Поскольку дата рождения у человека появляется с момента рождения ребенка, you can take a long-term process to prevent the sickness coming up. можно заранее предпринять какие-то меры задолго до того, как проявится какое-то заболевание. So therefore, you have a proper diet, you take the proper supplements. Например, назначить правильную диету или принимать какие-то пищевые добавки. That help to reduce very much the chance of getting seriously ill. И это поможет серьезно уменьшить шансы каких-то заболеваний. So therefore, now we look at different kinds of sickness and see what we can do to prevent and how we can understand this kind of sickness. И сейчас мы посмотрим на различные заболевания и подумаем о том, как мы можем предотвратить эти заболевания и, может быть, вылечить. So the most important understanding is we associate the 5 elements to the 5 vital organs. Самое важное понимание – это связь 5 элементов с 5 важными жизненными органами. So therefore, this table shows fire. Вот эта таблица показывает нам, что огонь связан с сердцем и кровью. Metal related to your lung, breathing organs, skin and your teeth. Металл связан с легкими, дыхательными органами, кожей и зубами. Water is your kidney and your immune system. Вода – это ваши почки и иммунная система. Wood is your liver and your functioning, your activities. Дерево – это печень и наша активность, наши функции, то есть двигательный аппарат. And earth is your stomach, your muscle, your pancreas. И земля – это наш желудок, наша поджелудочная железа и наши мышцы.